Когда эта маленькая домашняя кошка встретила рысь, никто не ожидал, что между ними завяжется крепкая дружба. Но вскоре произошло нечто невероятное, что поразило даже смотрителей. Досмотрите до конца, чтобы узнать, что случилось дальше. Рысь по имени Нора была совсем маленькой, когда попала в зоопарк. Ее шерсть еще не приобрела взрослый окрас, а лапы казались непропорционально большими для ее тела. Она выглядела как пушистый котенок, но все знали, что со временем она превратится в грациозного и мощного хищника. Однако, несмотря на свою врожденную силу, в ее глазах иногда можно было заметить тоску. Нора была игривой, как и положено котенку, но смотрители зоопарка заметили, что она выглядела одинокой. Ее вольер был наполнен игрушками, и вокруг было множество людей, но это не могло заменить ей настоящего друга. Она часто сидела у ограждения, наблюдая за посетителями, но не проявляла к ним особого интереса. Казалось, чего-то важного ей не хватало. Все изменилось, когда в ее жизни появилась крошечная домашняя кошка по имени Лили. Лили была миниатюрной трехцветной кошечкой, примерно того же возраста, что и Нора. Когда они встретились, были почти одинакового размера. Лили попала в зоопарк по необычным обстоятельствам. Ее нашли у ворот в коробке, оставленную кем-то из посетителей. Сотрудники зоопарка не могли оставить ее просто так и решили попробовать необычный эксперимент – познакомить ее с Норой. Конечно, никто не просто бросил их вместе, надеясь, что они сразу подружатся. Все происходило постепенно, с коротких контролируемых встреч. Первое время Лили и Нора просто изучали друг друга, нюхали, наблюдали, но не вступали в активное взаимодействие. Однако вскоре произошло нечто удивительное. Лили первой сделала шаг навстречу. Она осторожно подошла к Норе и легонько коснулась носом ее лапы. Это был момент, когда между ними возникла настоящая связь. Через несколько дней они уже неразлучно носились по вольеру. Лиля скакала вокруг рыси, задирала ее, дразнила, а затем ласково терлась о ее шерсть. А Нора, несмотря на свою силу и хищнический характер, была с ней невероятно осторожной. Но по мере того, как Нора росла, разница в размерах становилась все заметнее. Со временем она превратилась в сильную величественную рысь, а Лили осталась той же маленькой, но бойкой кошкой. Однако это не изменило их дружбы. Лили все так же прыгала на Нору, задирала ее, подталкивала к играм, а затем уютно устраивалась рядом, чтобы вздремнуть. Иногда Лили забиралась на спину Норы и ехала верхом, пока рысь не решала слегка встряхнуться, чтобы встряхнуть надоедливую, но любимую подругу. Их дружба быстро стала настоящей достопримечательностью зоопарка. Посетители с восхищением наблюдали за ними, удивляясь, как огромная рысь и крошечная домашняя кошка могли так ладить. Они бегали вместе, играли в догонялки, а порой просто лежали рядышком, наслаждаясь компанией друг друга. Смотрители зоопарка тоже были поражены этой необычной связью. Обычно дикие кошки не терпят рядом других животных, но Нора и Лили стали исключением. Их привязанность друг к другу была очевидна. Лили воспринимала Нору как старшую сестру, а рысь, похоже, считала ее частью своей семьи. Однако, несмотря на всю трогательность этой дружбы, оставались вопросы. Рысь росла, и в какой-то момент встал вопрос: а безопасно ли будет оставить Лили с Норой, когда та окончательно вырастет? Несмотря на всю нежность, Нора оставалась диким животным, с сильными инстинктами хищника. Смотрители опасались, что однажды, даже случайно, она может поранить Лили.
Поэтому было принято решение. Лили переселили в отдельное помещение, рядом с вольером норы, чтобы они могли видеть друг друга, но не находиться в прямом контакте. Однако это решение оказалось сложным для обеих. Нора долго искала подругу, выглядывая ее из-за ограждения. А Лили жалобно мяукала, сидя на подоконнике своей новой комнаты. Видя это, сотрудники зоопарка начали экспериментировать. Они постепенно возвращали их друг к другу, сначала на короткое время, потом увеличивая продолжительность встреч. И, к счастью, дружба оказалась крепче любых инстинктов. Нора по-прежнему оставалась такой же нежной и осторожной с Лили, а кошечка все так же задирала свою большую подругу, будто ничего не изменилось. Со временем эта удивительная история распространилась в интернете, завоевав сердца тысяч людей. Люди поражались тому, как два таких разных существа смогли построить такую крепкую дружбу. Многие приходили в зоопарк специально, чтобы увидеть это невероятное зрелище своими глазами. Однако на этом история не закончилась. Однажды в зоопарке появился новый житель, еще один рысь, спасенный из дикой природы. Его звали Тайгер, и он был старше Норы, а потому гораздо более агрессивным и независимым. Смотрители переживали, как сложится их общение, ведь у Норы была привычка делить свое пространство с Лили, а Тайгер мог этого не понять. Каково же было удивление сотрудников, когда Нора первой подошла к новому жильцу и осторожно прикоснулась к его лапе, точно так же, как когда-то Лили сделала это с ней. Казалось, рысь переняла урок дружбы и теперь сама пыталась установить связь с Тайгером. Поначалу он настороженно отреагировал, но постепенно начал принимать компанию Норы. А что же Лили? Она не ревновала свою подругу к другому рысе. Напротив, с интересом наблюдала за новым обитателем зоопарка. Конечно, ее не оставляли с ним наедине, но казалось, что даже она приняла нового члена семьи. С тех пор жизнь в зоопарке изменилась. Теперь вольер норы никогда не был пустым. Рядом с ней всегда находились Лили и Тайгер. Их троица стала чем-то вроде семейной стаи, где каждый имел свое место, но при этом все были равны. Посетители, приходившие в зоопарк, не могли поверить своим глазам. Перед ними разыгрывались сцены, которые казались невозможными в дикой природе. Но самое удивительное заключалось в том, что эти трое не просто делили пространство, они действительно заботились друг о друге. Когда кто-то из них отдыхал, другие не отходили далеко. Если Лили уходила в сторону, Нора начинала искать ее, издавая тихие звуки, а Тайгер мог даже прикрывать ее лапой, будто защищая. В холодные дни они прижимались друг к другу, создавая уютное и теплое гнездо, а в солнечные дни бегали и играли вместе, радуя всех, кто за ними наблюдал. Их дружба стала легендой зоопарка. Сюда начали приезжать журналисты, фотографы, даже специалисты по поведению животных, чтобы понять, как между такими разными существами смогла возникнуть такая крепкая связь. Никто не мог дать научного объяснения, ведь по всем законам природы рысь не должна была принимать в свою стаю домашнюю кошку, а тем более другую взрослую рысь. Однако Нора, Лили и Тайгер сами доказали, что не всегда нужно следовать строгим инстинктам. Порой сильнее работают чувства, дружба, привязанность, желание заботиться о том, кто рядом. Так что да, рысь и домашняя кошка могут показаться странной парой. Но кто сказал, что дружба должна подчиняться логике? Иногда самые неожиданные связи оказываются самыми крепкими и настоящими. И эта история
лучшее тому доказательство.